теперь давайте посмотрим. Мой эксперимент с отсаживанием маранов и шелковых. Что у нас получается? Так. Смотрим. О, смотрите, 3 яйца. Еще сидит шелковая, несется. 3 яйца марана и шелковой. И наша серенькая пушинка тоже сидит в гнезде. Вот так, умничка. Ой, как красиво она там умащивается. Видите, значит, не зря я отсадила этих курочек. Конечно же, хорошо, что у меня есть теплица. И хорошо, что я пока что здесь ничего не садила. И была такая возможность. Вот так вот. Коты на прошлой неделе съели все яйца маранов и шелковых. А теперь, знаете, что я придумала? Я придумала, у меня еще есть месяц резерва. Пока у меня не начинаются тепличные работы, я переделю эту теплицу на 2 части с помощью сетки. В одну часть теплицы у меня будут сидеть отдельно шелковые курочки. Мне очень правильно вы написали, что петух-маран может поломать шелковых курочек. Я это все прекрасно понимаю. Но вот такая ситуация, ну некуда мне их отсаживать. Молодец, молодец, ты снеслась. Наверное, она только снесла яйцо. Позднее зажигание у этой курочки. Все, мы поняли, что ты только что снеслась. Поэтому, чтобы петух-маран не поломал мне шелковых курочек, я переделю эту теплицу на 2 части. Она у меня имеет 2 выхода. В одной половине будут жить у меня шелковые, а во второй будет петух-маран. И я еще кое-что придумала. А что придумала, покажу вам позже. Когда курочка марана у нас успокоится, расскажу вам, что придумала дальше делать. А пока занимаюсь переделением этой теплицы на 2 части. Вот так вот у меня получается. Низ я закрываю вот такой сеткой арматурной. Она очень часто меня выручает в хозяйстве. Я раньше даже горох ставила опору, огурцы ставила опору. Ну, в общем, она у меня универсальная. Если мне нужно было загоны переделить, я использовала везде вот эту арматурную сетку. Вот ей уже где-то 9-й год идет вот этой сетки. Она у меня везде в хозяйстве применяется. И тут она меня тоже выручила. Вот так вот я низ переделила этой арматурной сеткой. А сверху я закрою вот такой гибкой сеткой. Сейчас это все сделаю и покажу обязательно, как это у меня получится. И смотрите, что я сделала. Я к маранам посадила еще 2 курочки. И теперь 5 минут назад я захожу, а в гнезде сидел маран с белой курочкой. И смотрите, что там. Смотрите, уже есть яйцо. Только я вчера поздно вечером посадила этих 2 курочек. У нас еще 3 марана яйца. Это мы потом придем с вами заберем вместе. И 1 яйцо моей чубатой белой курочки. 5 минут назад петух сидел с этой курицей прямо в гнезде, я заметила. И
понаблюдав за вот этой семейкой, я решила еще 2 курочки принести. Очень мне нравится. Петух ухаживает за всеми курочками прекрасно, учит их нестись в гнездо. А мне это и надо, чтобы собрать яйца под квочку. И как раз я соберу яйца и буду знать конкретно даже от каких кур это будут яйца. Вот в этой серенькой курочке я не уверена, что она несется. Но думаю, с таким петухом Мараном она занесется. Он ее заставит снести яйцо. Он конкретно с каждой курицей заходит в гнездо, и там вместе они сидят. Здесь очень тепло. Курочки ищут себе личинки, червячки, паучки, жучки. Этим они мне помогают избавиться от вредителей в теплице перед посадкой. Здесь у меня в этой теплице будут перцы этим летом. И здесь очень хорошая, приятная температура воздуха. Несмотря на то, что на улице сильнейший ветер и мороз. Шелковые у меня сидят отдельно. Вы очень правильно все мне подсказывали, что петух Маран может поломать шелковых. Это очень правильно. Поэтому вот так очень быстро я сообразила сделать вот такую сетку. И она делит эту теплицу 6-метровую на равные 2 половины по 3 метра. И этого им будет достаточно. Так, вот только сейчас решить мне, каких сюда курочек ему еще 2 принести. Красавиц каких-то надо. Каких-то красивых курочек. Собранные через 4 дня яйца от этих кур, они еще будут не тот оплот. Оплота Марана там не будет. Это я все прекрасно понимаю. Оплот Марана будет аж через приблизительно 10 дней. И то через 10 дней будет смешанный оплот Марана и предыдущего петуха, который сидел с вот этими курочками. А уже через 2 недели будет чисто Марана оплот. Поэтому меня устраивает оплот моих чубатых петухов. И яйцо, которое я получу от этих кур через 4 дня, это не будет яйцо с Мараном, а просто будет с моим чубатым петухом. Меня это устраивает. Вот так вот. Все жучки, червячки, все собирается. И как раз это яйцо, которое будет содержать вот этот природный белок с червячками и жучками, будет очень крепкий цыпленок. А, там прорастает травка зеленая даже, смотрите. И курочка ее нашла. Вот, видите? Вот, травка, видите? Прорастает. Вот такие умные куры. Вот такую я красавицу несу Марану. Я видела, что она сидела в гнезде и неслась. То есть она 100% даст мне яйцо. Поэтому идет к петуху Марану. Так, ну что? А ну-ка, принимай, Петя, красотку. Принимай 2 красоток. Смотри, какая еще вторая у тебя красивая. Ой, молодец, ухажер какой. Вот, молодцы. На одного петуха Марана 5 курочек.
Хватит ему 5. Вообще-то положено одного петуха на 10 кур, но у меня будет 5, потому что здесь мало места, чтобы не было особо драк. Курочки друг друга знают. Смотрите, пошла уже нестись коричневая курица. Только пришла и пошла проверять уже яйца. Маранихе нет дела ни до кого. Она занята. Ну и хорошо, не будет обижать новеньких. Так, проверю сейчас корм. Сколько у них корма. Может быть, нужно досыпать. Да, надо немножко добавить. И я еще купила семечки подсолнуха. Тоже добавлю. Это очень хорошо для яйценоскости. Семечки подсолнуха – это проверенный метод. Так. Яйца есть. Ага. Сюда нужно нестись. Так, понятно. Все, иду добавлять корм. Что у нас нового у маранов и вот таких курочек? Я пришла к ним забрать яйца и заодно вам покажу. Новое это то, что я поставила. Вот такое у меня есть металлическое гнездо с яйцеприемником. Может быть, какая-то курочка заинтересуется и снесет и в него яйцо. И поставила еще дополнительно вот такой насест, потому что курочек больше, и этого козлика им уже мало. Вот так вот это выглядит. А это наши пушистики здесь сидят. 2 петушка шелковые и 3 курочки. Белоснежка, Пушинка и вот такая красивая черненькая еще курочка.